Так, господа, начинаем наш ежедневный обзор курс доллара-рубля. И смотрите, с чего бы я хотел начать, господа. На самом деле, как и предполагалось, выпуск сегодня будет короткий по одной простой причине, потому что ничего, в принципе, того, скажем так, что сильно нам придется разбирать, сегодня не произошло. Произошло ровно то событие, которое я вам постоянно рассказывал, объяснял и показывал, как это все работает. Ну и вот давайте с вами прям быстренько сразу, как бы вот эти все данные, которые сегодня выходили, они на самом деле абсолютно роли никакой не играли, Вот там базовый заказ на товар длительного пользования мы ждали, давайте так поочередно, выступление председателя ЕЦБ РНИ мы ждали, потом выступление члена наблюдательного совета ЕЦБ Яконик, выступление представителей ЕСВ господина Десагуни, потом ждали базовый заказ на товар длительного пользования в США, и выступление члена наблюдательного совета ЕЦБ Туманина, и самое главное, запасы сырой нефти США. Вот это мы с вами, господа, ждали. Я вам сразу сказал, что еще со вчерашнего дня это все будет иметь значение, потому что у нас со вчерашнего дня в 23:30 выходили как раз неофициальные. И вот смотрим, смотрите, прям быстренько. Смотрим, 17:30 сегодня. Сокращение, смотрите, минус 5 миллионов баррелей, практически совпало с тем, что вышли ночью. Идем сразу вот сюда, смотрите, для того, чтобы у кого сомнения еще есть, как работает механизм. Вот смотрите, 17 и что? Правильно, рост индекса доллара. То есть запасы вышли на сокращение, и доллар пошел давить цены на нефть. Что мы видим с нефтью? Вот, пожалуйста. Когда у нас вышли непосредственно данные, в 17:30, вот он когда давил, вот мы опускались, потом решили сделать коррекцию, вроде начали потихонечку восстанавливаться, потому что запасы вышли, и тут же нас опять начали давить. Вот, господа, ровно все, что нужно знать за сегодняшний день. Если мы посмотрим вот сюда, на облигации, тут тоже картина, смотрите, мы падали до 3,9 и тут же восстановились на 3,992, Здесь, смотрите, тут же десятилетки отскочили. То есть процесс сразу был запущен. Притом, смотрите, что самое интересное, вот эти данные, которые вышли, там базовый заказ на товар длительного пользования, они на самом деле показали, что ситуация, она достаточно неординарная, неоднозначная в плане того, что они на самом деле там немножко снизились, но и это говорило о том, что на самом деле как бы наоборот ставку поднимать нельзя, а мы видим, облигации растут, что никакой вообще вся вот эта история со всеми этими данными им абсолютно по барабану, потому что решают они задачу одну, давят цены на нефть. И смотрите, если мы посмотрим непосредственно за то, что творилось за это время, вот смотрите, буквально берем вчерашний день, смотрите, они уже вот отсюда, с 25 числа как раз, с ночи, начали этот процесс. Помните, мы видели, что они подымали, догнали до 102. Еще не было никаких данных вообще. Ни нефти не было. Не было вот этих все, которые данные выходили, наоборот, говорили о том, что надо как бы ставку по рынку недвижимости и так далее. Что на самом деле ставку-то как бы не надо поднимать. Все это пофигу, абсолютно. Самое главное это давить цены на нефть. И вот мы видим, что как раз к тому моменту, смотрите, нефть была в районе 82-80. И вот этот процесс давления, он в итоге ее пробил до 80-40, но они еще тогда не пробили 80-й уровень. А помните, что они потом достали? Правильно, банковский кризис. Сразу появились все дубинки одновременно. И по поводу, кстати, пандемии. Там уже новый штамм нашли в Англии, очень заразный. Всю эту шляпу мы знаем. Все это мы уже знали и слышали неоднократно. Все это подчинено одному процессу – давить цены на нефть. И вот сейчас они осуществляли задачу номер 2. Обратно задавить туда, куда не смогли, когда смогли непосредственно ОПЕК своим заявлением о сокращении возвернуть нефть, то есть вот она. Помните вот этот 78 уровень, который саудиты защищали, мы об этом говорили. И вот они в итоге продавили этот 80-й. И пытаются продавить его и дальше, для того, чтобы опустить обратно туда на 78.
Надо понимать, что, конечно, в эту игру можно играть, как я уже говорил неоднократно, не только американцам. А теперь саудиты могут спокойно заявить еще раз о том, что якобы спрос не восстанавливается, значит, соответственно, сокращение нефти можно провести еще на больший объем. Эта игра, безусловно, впереди. Но, смотрите, на самом деле, я думаю, что почему сейчас еще вот это вот происходит, да, потому что впереди вот эти данные по ВВП и ставки. И поэтому как бы все боятся начинать здесь уже куда-то там закупаться и так далее, да, потому что все понимают, что решение поставки еще может действительно оказаться там с каким-нибудь сюрпризом, например, 0,50 базисных пунктов, да. Вот смотрите, если мы сегодня посмотрим наш телеграм-канал, то вот смотрите, между тем настроения инвесторов ухудшились из-за сохраняющихся опасений рецессии в США, а также из-за того, что более высокие процентные ставки укрепляют доллар, то, что мы и видим с вами, да? Помните, когда я прогнозы вам говорил, я вам сказал, что никакие там, как говорится, продажи экспортной выручки и так далее не приведут ни к какому там укреплению рубля. Я вам об этом предупреждал, помните? Смотрите, у нас что сегодня творилось на Форексе. У нас сегодня доллар улетал на 83. На 83 почти с половиной. Вот куда улетал уже на Форексе доллар. А я вам об этом заранее говорил, что так и будет. Официальный курс у нас все равно остается там 81.60, 81.50. А на Форексе уже, пожалуйста, уже спокойно мы понимаем, что укрепление доллара будет продолжаться. Про что я вам перед этим все время и рассказывал. И вам объяснял, на чем это будет происходить. Я вам сразу сказал, что все будет взаимосвязано именно с ценами на нефть. Именно реакция доллара на цены на нефть и приведет к тому, что в итоге, естественно, курс по доллару будет укрепляться. И по отношению, соответственно, к другим валютам доллар, естественно, будет укрепляться. Между прочим, кстати, сегодня можно посмотреть еще так интересно. Смотрите, обратите внимание, я вам тоже говорил, что евро восстановит 90, да? Смотрите, 90 восстановили, уходили даже до 91,5. Это Форекс, да? Я вам сразу сказал, что вот это будет зона закупа. Они будут закупать и, соответственно, дальше рвать. Если смотреть на официальный курс по евро, обратите внимание, тоже 90,5. Ровно то, о чем я вас предупреждал. И по юаню смотрите, да? Здесь у нас официально 11,80 практически мы так и удерживаем. А если смотреть непосредственно по Форексу, да, то мы практически до 12 ходили. Вот и все, как говорится, вопросы, да. Это я вас все предупреждал заранее. И я вам говорил, что вот эти все события, безусловно, могут создать достаточно сильную волатильность. И на самом деле, обратите внимание, все это происходит ровно на этих двух событиях. На запасах нефти, которые вышли вчера и вышли сегодня. Все остальное, это все шляпа полная. Ее можно прям игнорировать абсолютно честно. И вот это вот короткие, прям буквально вот эти фразы, да, вот они являются основными. Теперь смотрите дальше. Брент упала ниже 79 долларов за баррель в среду. А разница в цене между первыми и двумя фьючерсными контрактами на сырую и нефть превратились в медвежью структуру, называемую контанго, впервые с января. Это, кстати, опять же вопрос к тому, что могут подключиться спекулянты, что в принципе и делают. Они пытаются дальше давить цены на нефть, да? А теперь смотрите дальше. Теперь вопрос заключается в том, будет ли ОПЕК плюс утверждать, что необходимы дальнейшие сокращения. Это то, о чем я вам сказал, что игра может идти одновременно с двух сторон. Не только америкосы будут давить на цены на нефть, но и ОПЕК может, соответственно, этому сопротивиться. Да? Когда на своем следующем заседании будет рассмотрено производство. ОПЕК подождет до июньской встречи, чтобы оценить ситуацию. Это Гэри Росс сказал, да? Некий опытный нефтяной консультант. Но вот эти же некие опытные консультанты нам рассказывали, когда перед тем, как нефть была сокращена, заявлено было ОПЕКом, да, о том, что нефть 78 не пробьет и пойдет вниз. Вот эти же опытные товарищи нам об этом говорили. Дальше смотрите, значит, ставший менеджер хедж-фонда, так, к тому времени, если цена на бренд не восстановится до 80 долларов, и это понятно почему, то есть это к вопросу о том, что как раз вот защищать вот этот 78 уровень, да, а они должны, то есть тут он тоже согласен со мной, что нефть, она не может на самом деле так
так глубоко уйти. И что все это чистой воды манипуляция, спекуляция, и это по большому счету чистое, не рыночные движения, а абсолютно сдерживающие механизмы. Возможно, придется откусить еще один кусок яблока. Он намекает на то, что если цены на нефть за $80 не вернутся, то ОПЕК сократит, как говорится, добычу еще раз. Смотрите, на самом деле мы уже говорили о том, что официально еще сокращения не начались. Они начнутся только со следующего месяца. Но мы уже видим, что будет происходить. И вот теперь, господа, вы спокойно можете сделать выводы, да, какая будет ставка. Что она однозначно поднимется как минимум на 0,25 базисных пунктов, и не факт, что на этом процесс этот остановится. И индекс доллара будет продолжать давить цены на нефть. Ровно то, о чем я вас предупреждал. И именно поэтому я вам говорил, что не будет никакого ослабления по доллару. Несмотря на то, что он там уже падал в районе 101, я вам сказал, МВФ об этом нам сказал, что снижение ставок приведет к ослаблению доллара, мы этого не допустим. Надо просто уметь работать с информацией. Теперь смотрите дальше. Значит, по нефти, я считаю, в ближайшее время, вот смотрите, давайте тогда вначале сразу уйдем на календарь. Смотрите, сегодня еще раз говорю, все новости, все шляпа полная, ничего абсолютно роли не играло. Главное, это были запасы сырой нефти. Это было изначально. И вчера, еще раз напоминаю, буквально вчерашним днем вся статистика говорила о том, что доллар должен был ослабнуть. Он не ослаб по одной простой причине. Все ждали, что будет с нефтью. И начали разгонять заранее. Я вам тогда говорил, что это может быть начаться ночью, а мы видели этот разгон уже в среди бела дня, да. С утра уже это началось, ну потому что данные на самом деле они имеют гораздо раньше, и они понимают, какие они будут опубликованы, действуют они это все заранее. Все это манипуляции США своим оружием, которое является доллар. Теперь смотрите дальше. По поводу завтрашнего дня. Завтра вот у нас уже начинает наступать серьезная статистика, которая, безусловно, опять же будет завязана на ситуации с ценами на нефть. Значит, смотрите, завтра будет ВВП США. Это к вопросу рецессия, не рецессия, да. Но мы уже поняли, что они достали из своей, как говорится, как обычного вот этого набора и рецессию, и уже пандемию пытаются развить, и банковский кризис. Вот, например, с этим банком, да, Републик, который, он по большому счету улетел настолько вниз, потому что там на самом деле депозиты резко сократились, и вот эту тему они тоже раздувают. И ровно на этой теме в прошлый раз нефть и рухнула, поэтому это надо четко понимать. Теперь смотрите дальше. Значит, ВВП, соответственно, скорее всего, будет показано, что оно растет, что никакой рецессии нет. Мы уже говорили, что США абсолютно врет, что у них там рецессия. Они фактически это делают только на бумаге, для того, чтобы манипулировать ценами. А дальше, смотрите, число первичных заявок на получение пособия по безработице в США. Это тоже будет иметь значение, потому что это рынок труда. Но это все, вот эта вся, извините меня, хреновина, да, она нужна для того, чтобы типа гадать, какие там будут ставки у нас на следующей неделе. А уже все понятно. Все понятно, цены на нефть будут расти, и в связи с этим, соответственно, индекс доллара будет все время пытаться ее давить. В связи с этим, соответственно, будут повыдымать ставки, и дальше, соответственно, будут придумывать рецессии, возможные какие-то ужесточения кредитной политики по банкам и так далее. То есть они будут это делать в любом случае чисто как финансовым оружием, больше никак. Значит, смотрите дальше. Значит, международные резервы Центрального банка Российской Федерации будут эти данные. Ну, это, скажем так, мало чем поможет рублю. Вот. Дальше, смотрите, индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США. Это опять к вопросу, там, рецессия, не рецессия. Дальше, аукцион по размещению 7-летних казначейских нот и выступление представителя ЕЦБ Паниты. Вот. Короче, ситуация будет следующая. После данных ВВП с большой вероятностью нефть может резко начать восстанавливаться. Потому что они наверняка покажут, что, скорее всего, никакой рецессии нету. И на этом, соответственно, нефть пойдет вверх. Но, смотрите, доллар уже разгоняют на 101,5. То есть следующий путь это на 102. Это может начаться на самом деле опять ночью. Вот сейчас нефть на самом деле корректируется, да, не дают ее выпустить. Вот ее сейчас опять скинули с 80, да. Только она на запасах пошла вверх.
и тут же ее обратно скинули. Тут же обратно скинули, не дает выйти за 80. Хотят ее удавить ниже даже 78. Поэтому, соответственно, в этой ситуации, так как впереди эти данные, плюс еще ставка впереди, нефть может создавать определенный, скажем так, ожидательный уровень. Я думаю, что все-таки 79 могут и попытаться пробить на 78, потому что, еще раз говорю, доллар сейчас продолжает укрепляться. Вот он, обратите внимание, вот это было перед как раз выходом данных. Вот он, пожалуйста, раз и упал. Выходят данные, которые показывают, что запасы сократились. Он тут же пошел вверх. Тут же он должен был на самом деле там в принципе и оставаться, потому что та ситуация с той статистикой, которая вышла по поводу вот этих вот, как они называются там, товаров, заказы на товары длительного пользования, они на самом деле были достаточно положительные для ФРС. Но нет, нефть-то сокращалась, поэтому пошли вверх. Поэтому в связи с этой ситуацией, естественно, мы ждем данных по ВВП США прежде всего, да, там на следующий день у нас уже будет, да, в пятницу, там, господа, тоже будет очень серьезный день, там мало того, что будет ВВП всего остального мира, да, там Европы, там 5-10, кстати, принятие решения ставки Банка Японии, да, и еще очень важно, будет индекс цен потребителей, то есть инфляционные данные, которые как раз, на которые ориентируется ФРС. Вот именно в преддверии вот этих всех данных, поэтому сейчас нефть чувствует себя ослабленной. Если бы не было вот этой всей эпопеи, которая опять может создать давление, да, то нефть бы сейчас, я больше чем уверен, удержала бы 80-й уровень. Более того, на таких запасах она бы вернулась за 82. От 82 до 84 она бы не пошла, но 82 она бы удержала. Она бы вернулась наверняка за вот этот уровень квартальный, который непосредственно вот был пробит как раз вчерашним днем. Вот здесь нас не пустили, когда там индекс доллара разогнали, и вот этот процесс сегодня продолжен. Притом это все произошло на банковском кризисе, на риске якобы банковского кризиса. Вот такая, господа, картина получается, поэтому готовимся к завтраму. Естественно, скорее всего, доллар будет продолжать у нас укрепляться, как я и сказал. То есть здесь мы теперь ждем, и, ну, соответственно, вот этот мой прогноз, да, я вам указал на 82. Я думаю, что в итоге произойдет закрепление за 82 спокойно, но надо учитывать, что это может произойти не обязательно завтра, потому что еще российская ставка, но с большой вероятностью все-таки на 82 мы подойти можем. Вот закрепиться, может, не закрепимся, но подойти можем. Протестирую также 82.50, да. Мы видим, что на Форексе, да, это уже происходит. Вот мы видим уже 82 практически 20 и тестировали 83,5. Ну и, соответственно, по евро, да, здесь у нас картина, естественно, 90-90-50 и вплоть до 91, да, а по юаню, соответственно, от 11.80 до 11.90. 12, наверное, пока вряд ли. И если, кстати, посмотрим цели, обратите внимание, евро-рубль у нас показывает аж на 92 почти, 91.80, да, но я думаю, ну мы, кстати, туда ходили, вот она шпилька, мы туда ходили, мы здесь тоже по официальному ходили, просто небольшая произошла коррекция, поэтому 91-90-50 мы еще, 91-50 мы вполне можем достигнуть. По доллару, соответственно, еще раз говорю, 82-82-50, закреплением в итоге 82, в принципе, я так это все это дело и ждал. А по юаню, соответственно, 11.80, 11.90, но вряд ли пока выше 12. Хотя, еще раз говорю, на Форексе такие всевозможные движения могут быть. Смотрите дальше по американскому рынку. Естественно, американский рынок тоже попал сразу под давлением, это было очевидно. И здесь, соответственно, конечно, тоже картина становится уже не ниже, ой, не выше 4.80. Вот после ВВП могут попытаться пробить 4.100. Но это тоже под давлением доллара. Естественно, доллар пойдет вверх и, соответственно, опять задавит. Да? Никакие там отчетные периоды сейчас не помогают. Вот этот манипуляции рынком, они идут в чистом виде. Поэтому, когда, господа, будете там читать всяких умных аналитиков, да, вы должны понимать на самом деле, как сейчас управляется рынок. Вся эта статистика, она сейчас может не иметь никакого значения, при том, что если идет борьба с ценами на нефть. Ну и на этом, господа, я вам напоминаю, что те, кто интересуется не только курсом доллара-рубля, а вообще финансовыми рынками, подписывайтесь на наш телеграм-канал Trader Club, анализ акций.
Соответственно, там я всегда, как я уже говорил, на прямой связи. Всегда можете мне задать вопросы. В комментариях YouTube не всегда все вижу. Значит, напоминаю, что, естественно, мы будем продолжать снимать ролики каждый день. Вы видите, когда плавающий курс, как один простой любой день может оказать достаточно сильное влияние, да, и вот такие дни у нас приближаются, вот буквально четверг и пятница, господа, 2 дня, которые могут оказать очень сильные смещения по курсу, да, вот примерно вот такие всякие импульсные свечи, ну, я не думаю, что тут, конечно, уйдет там и на 83, хотя, еще раз говорю, при той ситуации, которая начинает складываться, мы видим, что доллар пытается просто раздавить нефть, и этот процесс, естественно, никуда не денется. Также напоминаю, что, естественно, в пятницу мы подведем с вами итоги, заодно посмотрим, как отработает мой прогноз на 82. И, соответственно, в воскресенье будем обзор делать следующей неделе. Появится новый календарь, и, как вы помните, мы идем к самому главному событию. Это будет прием опять ставки ФРС на следующей неделе. Поэтому, если не хотите ничего пропустить, понимать вообще, как все это на самом деле работает, а не читать просто бюллетени всяких идиотов, то тогда, собственно говоря, подписывайтесь и будьте в курсе.